из Чада. Страна находится в Центральной Африке. Она одна из бедных в мире. Я мечтаю быть полезным для людей, то есть служить других. Потому что, поскольку пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил тогда, что лучший из людей – это тот, который им помогает. Жизненный путь Мухтара Абдуллы изобиловал поворотами. Родился в Чаде, в светской стране, где мусульманское большинство уживается с христианами. Самый младший из 6 детей, он с детства впитывал красоту ислама. Расписание такое, что ты просыпаешься утром, читаешь утренний намаз, читайте Коран до 6, потом позавтракайте, идете в школу до 12, придете, сразу почитайте намаз, пообедайте и опять же заучивание Корана до 3. Потом ты свободен, идешь играть в футбол, гулять, придешь, сделаешь уроки, почитаешь намаз и заучивание Корана до вечера. После школы Мухтар уехал учиться во Францию. Спустя 3 года выиграл грант на обучение в России, в стране, где в холодном климате живут люди, которые ценят тепло души. Русский язык 8 месяцев изучал в Тамбове. Просмотр советских и российских фильмов помог освоить живую речь. В общении с друзьями из России Мухтар не боится ошибаться, поэтому ошибается редко. Я любопытный человек, то есть я не стесняюсь, я знаю, что это не мой родной язык, то есть так или иначе я буду ошибаться. Только русский человек отвечает на вопросы, вот ты куда я сейчас приду? Или почему, как так, вот так вот. Вначале это очень тяжело, вот анализировать все это, вот как это. Альма-матер для молодого африканца стал Казанский университет. В столице Татарстана Мухтар взялся изучать премудрости государственного управления. О том, что в России по улицам не ходят медведи, Мухтар знал и до этого. Но что в Казани мусульмане и христиане веками живут в добрососедстве, было необычно. Во время учебы Мухтар и сам спокойно ходил на пятничные намазы в одну из мечетей столицы Татарстана. Потому что в Чаде мы также живем. Религия – это что-то личное. То есть, если может, ты мусульманин, ты христианин, никто тебе мешать не будет. При этом, ты тоже другому не мешай. Но то же самое, как в Казани. Именно в Казани Мухтара поразил уникальный опыт. Однажды друзья пригласили его в мечеть Ярдем. Здесь же, как оказалось, работает центр реабилитации для инвалидов. Мухтар зашел и остался. Люди, они уже давно умерли, но еще живые их добродетели. Мы это видим, да, то, что они хорошо оставили. А наоборот, бывают такие живые люди, но без добродетелей они мертвы. А как раз в Ярдем ты чувствуешь, что ты живой, потому что ты нужен, ты помогаешь. По-татарски Ярдем означает «помощь». Об этом Мухтар Мухаммад Абдулла узнал весной 2020 года, когда стал одним из 100 волонтеров одноименного исламского благотворительного фонда, работающего в Казани. Поддержка потребовалась многим, кто в силу возраста или состояния здоровья не мог выйти из дома даже за продуктами. Для сотен казанцев уроженец далекой Африки стал своим, близким и понятным. По-разному отношения. То есть кто-то испугался, кто-то наоборот обрадовался, что Дед Мороз пришел, хотя не беленький. После отмены коронавирусных ограничений Мухтар стал частью команды благотворительного фонда Ярдем. Помогает руководителю, участвует в работе многочисленных проектов. Я сам закончил на госуправлении. Для меня это живая практика. То есть, поскольку я нахожусь рядом с руководством, я вижу, как вообще руководить. Главное, Мухтар Мухаммад Абдулла получает опыт, который так необходим для реализации его мечты. А мечту эту он осознал в Казани. Я расскажу вам один секрет, вы никому не говорите. Я не только хочу открыть вот такой Ярдем в Африке, я еще хочу стать президентом Чада. Так что надо научиться этому. Все. Впереди много трудностей, но Мухтар уверен, Всевышний показал дорогу. Значит, будут новые возможности и достижения. Возможно, спустя время на берегу африканского озера Чад появится свой Ярдем, а на столе у местного президента будет стоять старая фотография из гостеприимной Казани. Алексей Попович, Нелли Серездинов, канал Алиф, Татарстан. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.